Привет, друзья, я Артемий Троицкий, отвечаю на ваши вопросы. Значит, про общепит мы уже поговорили, больше к этой теме возвращаться не будем. Сейчас у нас вопросы по теме культтовар. Их тоже поступило огромное количество, и вопросов, и комментариев. Вообще, я вам очень просто искренне и очень благодарен за ваш очень живой отклик на мои рассказы. Я надеюсь, что то, что я говорю, это интересно и в первую очередь честно. Я на самом деле, как я уже говорил, у меня нет никаких пропагандистских задач, я не пытаюсь не очернить советскую действительность, не возвысить эту действительность. Я говорю о своих реальных жизненных опытах. Вопросы о культтоварах. Тут у нас все от музыкальных инструментов до одежки. Мама сама шила и обшивала всю семью. Да, это была, в общем-то, обычная советская практика. Выходили всякие журналы, особенно это стало популярно уже в 80-е годы, когда появился такой журнал «Бурда Моден» с выкройками, до этого был эстонский журнал «Силуэт», тоже с выкройками. Всякие наши мастерицы, они выписывали эти журналы и шили платья, шили брюки, шили всякие модные вещи, которых в магазине просто категорически не было. То есть вообще, в принципе, скажем так, если не считать магазинные, то какая-то прямодневная одежда поступала из нескольких источников. Значит, это домашнее производство, выкройки, это так называемый самострок, тоже домашнее производство, но это уже делали профессионалы. То есть были такие ребята и девушка, и парни, в том числе, которые специализировались на том, что шили джинсы, шили всякие модные брючки, какие-то куртки, рубашки, батники. По последней моде нужен клеш от колена, пожалуйста, будет клеш от колена, нужен клеш от бедра, окей, будет клеш от бедра, карманы накладные, карманы не накладные, прочее. Самострок, это было очень и очень популярно. Разумеется, были так называемые цеховики. Цеховики – это, в общем, было подпольное производство, уже не домашнее, они там сидели в каких-то подвалах. Больше всего цеховое производство было распространено в Закавказье, то есть Грузия, Азербайджан, Армения, наверное, тоже, но я там не бывал. И, кажется, в Одессе тоже их было много. И они делали джинсы, они даже обувь производили. Я, скажем, помню прекрасно, как я купил в Тбилиси такую цеховую обувь, отличную, из очень качественной кожи, такие черно-белые мокасины. Стоила цеховая обувь гораздо дешевле, чем обувь на черном рынке. То есть стоила практически так же, как магазинная обувь, но при этом она была подпольного производства. Про черный рынок будем говорить потом. Погоня за всякими дефицитными товарами в СССР это был квест. Да, слово квест тогда еще не было, но вы абсолютно правы. Я это назвал, по-моему, приключением или авантюрой, или развлечением. Слово квест просто идеально подходит. Так оно и было. Спрашивают про парки культуры. В парках культуры, в общем, это были довольно криминальные места. Я их не часто посещал. Скажем, единственный парк, который я более или менее так освоил, это был парк культуры имени Горького в Москве, потому что он был большой, потому что он был зеленый. Там была знаменитая бильярдная, где некоторые мои знакомые деньги просаживали. Там были какие-то аттракционы, но в общем и целом как-то парки культуры меня никогда особо не привлекали. Танцплощадки там тоже, конечно, были. Комиссионки, да, комиссионные магазины, это была, в общем, часть чернорыночной всей системы. О черном рынке мы будем подробно говорить позже. Говорят, что куртка, которую я назвал ветровка, называлась штормовка. Может быть, она и называлась штормовка, может, я просто забыл это слово, но, в принципе, как-то для меня привычнее слово ветровка. Такая брезентовая бесподкладочная куртка, которая хорошо использовалась во всяких походных целях, и при этом достаточно стильно
в отличие от подавляющего большинства советской одежды, выглядела. Хорошие книги. Ну, про книги тоже будем говорить отдельно, потому что это тоже хорошие книги в СССР – это большая тема. Интересную штуку пишут, я об этом не знал, что, оказывается, летчики привозили выкроенную джинсу, то есть джинсовые материалы с уже нанесенной туда кройкой, то есть оставалось их только вырезать и сшить. Стоила такая выкроенная джинса 60 рублей, а продавали потом готовые джинсы по 90. По 90 даже как-то слишком дешево, я бы сказал. Не знал об этом. Я не знал, спасибо. Синтезатор Polyvox. Да, синтезатор Polyvox – это был самый востребованный электронно-музыкальный инструмент в Советском Союзе. Он был изобретен в СССР. Более того, я был знаком и переписывался с его изобретателем. К сожалению, забыл, как его зовут. Интересный синтезатор, отличался по звуковым характеристикам от всяких западных там этих Мугов, Роландов и так далее. Это был очень популярный предмет контрабанды, торговли и форцовки. То есть у меня были знакомые финны, которые закупали просто все поливоксы, до которых у них дотягивались руки, и потом они шли как финским музыкантам, так и они их продавали дальше англичанам, немцам, прочим электронщикам. И поливокс это был такой культовый инструмент среди всяких, значит, любителей аналоговой техники на Западе. Предлагают темы: одежда, алкоголь, молодежные журналы. Спасибо, запомню. Какие-нибудь из этих тем я обязательно освещу. Спрашивают про группу «Восточный синдром» из Магадана. Значит, это вопрос как бы не в тот почтовый ящик. Вот, все вопросы, не касающиеся советской жизни, пожалуйста, присылайте на живой уголок. То есть у меня там проходят вот эти стримы по субботам обычно, и там я отвечаю на всевозможные вопросы музыкальные, а также на вопросы, касающиеся текущей политики. Посылочные вещи из Израиля. Ну да, в 70-м году, когда началось массовый исход евреев из СССР в Израиль, ну а также там помимо Израиля, там кто в Италии оседал, кто в Австрии, кто до Америки добирался. Да, эти ребята, они присылали своим друзьям и родственникам посылки тоже с теми же джинсами и так далее, и они тоже подпитывали черный рынок. Но я бы не сказал, что это был, скажем так, самый популярный канал поступления этих вещей. Пакита в своих интервью говорила, что одевала Георгия Гурьянова и так далее. Ну, Пакита это действительно, это была такая легендарная французская девушка, испанского происхождения. Я ее тоже прекрасно знал. Она действительно дружила с нашими музыкантами и художниками. Правда, примерно как Джоанна Стингрей. Но у Джоанны Стингрей это было поставлено на такую американскую деловую и благотворительную ногу. У Пакиты это все было, так сказать, более по-женски, скажем так. Георгия Гурьянова, да, я думаю, что она ему покупала какие-то вещички, но думаю, что не за даром. Я уверен, что Георгий ей за это с удовольствием давал свои картины, которые сейчас стоят десятки тысяч в иностранной валюте. Но Георгий Гурьянов, разумеется, это Густав, это прекрасный художник и барабанщик группы «Кино». Спрашивают про гитары. Было много гитар в официальной продаже, электрогитар производства разных социалистических стран. Гитары Этерна, Стар, Музима, Орфей, Иолана и так далее. Стар и Иолана, это, кажется, чешские, но Стар точно чешский, у меня был Стар. Я у Уайта купил, у Алексея Белова. Музима – это ГДРовская, Этерна тоже, кажется, ГДРовская, Орфей – болгарская. Эти гитары стоили, конечно же, дороже, чем советские гитары, там типа Урал там, и так далее. На советских, как тут многие подтвердили мною сказанное, на советских гитарах играть было просто невозможно. Катастрофически
не строили. На этих гитарах можно было играть, звук у них, конечно, был несравним там с Фендерами и Гибсонами, но тем не менее можно было на них играть. Стоили они дороже, ну, то есть советские гитары стоили где-то там от 100 до 200 рублей, а вот эти чешские, ГДРовские, болгарские, они стоили от 250 примерно до 300-400. Но за эти деньги их тоже трудно было купить, потому что они были дефицитом. И уж чтобы точно купить какой-нибудь старый лимузин, надо было еще положить сверху где-то полтишок или соточку в рублях. То есть, в общем, в результате они обходились нашим молодым электромузыкантам где-то, ну, скажем, в 400, иногда даже в 500 рублей. Но по сравнению с тем же Гибсоном, который стоил 5000 рублей, то есть столько же, сколько автомобиль «Волга», я это точно знаю, это, конечно, было совсем недорого. Каких привилегий лишались функционеры, значит, если их увольняли с работы? Ну, они могли лишиться чего? Каких-то государственных дач роскошных, там, в Жуковке, скажем, или государственных квартир. Но при этом я бы не сказал, что они как-то сильно теряли. Больше, ну, могли их отключить от этих закрытых распределителей. Но опять же, это зависит и от ранга функционеров, и от того, за что и на чем они погорели. То есть, если там против них какое-нибудь там было дело там уголовное, значит, то они вообще могли в тюрьму попасть прямо из государственной дачи. Пишут мне с 9-й Парковой улицы в Измайлове, спрашивают, в каком доме я жил. 9-я Парковая, дом 41А. Это дом прямо посередине между 9-й Парковой и 7-й Парковой. Какие ВИА слушала молодежь? Это у нас будет много, я думаю, эпизодов, посвященных всевозможной музыке, в том числе и ВИА. Да, вот, кстати, хорошее наблюдение, о котором я забыл сказать. В конце декабря выкидывали дефицит, чтобы дать план, значит, до конца года. На самом деле, я помню, была такая практика, что в последние дни декабря появлялись в магазинах всякие, ну там, условно говоря, югославская обувь, румынская мебель, чешские люстры, потому что раньше это все припрятывали для знакомых, для продажи за взятки и так далее, вот, и что-то из этого оставалось, а нужно было продать, чтобы дать годовой план, вот, и поэтому это уж, скрипя сердце, это выкладывали на прилавки. Я помню, что моя бабушка, она пользовалась вот этим и всегда активно проводила конец декабря за шопингом. Пишут, что усилители и вертушки советские были неплохие. Я не согласен. У меня была одна советская вертушка, я ее купил специально только для того, чтобы дискотеки на ней проводить. Это была Вега 201, как-то так она называлась. То есть мало того, что она была неудобная, то есть пластинку там надо было вот так вот как-то засовывать, а не просто класть сверху. Она и звучала плохо, и потом вся советская аппаратура позорно выглядела. Вот я думаю, что с этим вы спорить не станете. А нам всем хотелось, чтобы красивая западная музыка звучала из такой же красивой и желательно западной аппаратуры. Теперь вот тут вот пошел такой принципиальный спор, на что люди покупали всякие товары в магазинах «Березка». На чеки или на валюту? Могу сказать сознанием дела, но, опять же, я, естественно, не во всех «Березках» бывал, а только в московских. Продавали в «Березках» советским людям только на чеки. То есть советскому человеку иметь на руке американские доллары, там, Deutsche Mark и так далее, это был криминал. За это могли просто взять за шкирку и отвезти в милицейский или КГБшный воронок, которые, как правило, около магазинов «Березка» на этот случай дежурили. Так что продавалось только за чеки, которые в свою очередь заранее, значит, обменивались на доллары. За валюту покупали только иностранцы.
И обычно они покупались за валюту. Ну, скажем, вот была такая березка на Белорусской, где продавались исключительно напитки, продукты и так далее. Вот там вот можно было иностранцам покупать всякое баночное пиво «Карлсберг» за валюту. Хотя, в принципе, они предпочитали использовать такой датский каталог под названием «Петер Юстасен». Вот, и они просто заказывали всевозможное пойло и жратву, значит, по этому датскому каталогу его привозили в Москву, Ленинград, значит, и уже тут они оплачивали это все. Спрашивают, сколько лет мне на фотографии, ну, в общем, на фотографии, где я там иногда фигурирую в джинсовой рубашке и с объективом фотоаппарата, который торчит на месте пузика. На этой фотографии мне 33 года. Это фотография 88 года. Еще один интересный вопрос, на который я не уверен, что могу дать ответ. Вопрос примерно такой же. Если бы вы вот такой, какой я есть, со всеми моими данными, привычками, способностями и талантами, если бы вы родились не в СССР, а в свободной стране, вы бы добились большего там или меньшего, или наоборот СССР как бы вас вдохновляло, и тамошние запреты вас стимулировали к тому, чтобы вы, значит, что-то такое специальное учудили. На самом деле интересный вопрос. Я никогда в жизни не задавался таким вопросом, так что я подумаю, ну и как-нибудь по возможности вам на этот вопрос отвечу. Потому что, на самом деле, это сложная тема. Ну и последнее. Кто-то тут отлично резюмировал, так сказать, общее ощущение от популярной советологии. Резюме такое. В СССР все было плохо, но мне было хорошо. Ну, в общем-то, можно сказать, что примерно так оно и было, но не всегда. Так что у нас впереди еще есть всякие драматические рассказы. Увидите, что не всегда мне было в СССР хорошо. На этом я с вами прощаюсь. Следующий выпуск у нас будет... Кстати, может быть, я еще не знаю, я еще не записывал следующий эпизод, но не исключено, что он будет посвящен КГБ. Но раз уж мы поговорили о Компартии и ВЛКСМ, продолжим рассказ о заметных советских организациях. Пока счастливо. Это был Артемий Троицкий, популярная советология.